Почти каждый, кто был в Риге, пробовал эту ватрушку. И никого она не оставила равнодушным. Привет, друзья! Сегодня хочу предложить вам рецепт знаменитой рижской ватрушки. Для приготовления песочной основы мне необходимо 150 граммов просеянной пшеничной муки, 100 граммов подмороженного сливочного масла, небольшое яйцо или 1 желток, 40 граммов сахара, по 2 грамма разрыхлителя для теста, корицы и соли. Это примерно пол чайной ложки. Для творожного слоя мне необходимо 600 граммов творога, 100 граммов сахара, 2 яйца, 15 граммов, половина столовой ложки муки, 50 граммов изюма, чайная ложка ванильной пасты или ванильного сахара и щепотка соли. И есть еще один продукт, который вы добавляете в зависимости от вашего творога. У меня это сметана. 20% жирности, 50 граммов. Если творог у вас низкой жирности, вместо сметаны возьмите 50 граммов мягкого сливочного масла. Сливочное масло я нарезаю кубиками и отправляю на полчаса в морозильник. Творог нужно превратить в пасту любым удобным для вас способом. Протереть через сито, пропустить через мясорубку или просто измельчить блендером. Я использовала блендер. Хорошо промойте изюм и залейте его теплой водой. Пусть постоит минимум полчасика. Теперь тесто. Можно делать в комбайне, можно руками, никакой разницы. Смешиваю муку, соль, корицу, разрыхлитель и сахар. Сюда же добавляю подмороженное масло и перемешиваю все в крошку. Можно растереть его руками или натереть на крупной терке. Добавляю яйцо и собираю тесто в ком. И быстро замешиваю его до однородности. Получаю вот такой замечательный комочек. Дальше есть два варианта. Первый. Убираете тесто минут на 40 в холодильник. Потом достаете и раскатываете. Второй. Сразу формируете в форме основания. Я взяла квадратную рамку 20 на 20 сантиметров. Я такую ватрушку делала на судне. На экипаж из 30 человек. Конечно, ничего я там не раскатывала. Я просто, можно сказать, разбрасывала это тесто кусками по противню и потом разминала руками. Эти ватрушки делаются очень большими и потом разрезаются на квадраты или прямоугольники. Кстати, если вы делаете не в рамке, а в форме, также положите на дно пергамент. Или вообще застелите форму с бортиками. Густо накалите основание вилкой. Каждая уважающая себя рижская кондитерская вносит в этот рецепт какие-то свои изменения, дополнения. Но в общем и целом он аутентичен. И теперь это основание нужно убрать минут на 40 в холодильник или на 20 минут в морозильную камеру. Минут за 10 до того, как его достанете, включите духовку и разогрейте ее до 175 градусов. Яйца разделите на белки и желтки. Добавьте в творог муку и все хорошо разотрите. Многие кондитеры растирают эту начинку руками. Очень, кстати, удобно, но не очень эстетично, поэтому я уже буду ложкой. Воду с изюма слейте, обсушите его и немного измельчите. Переношу основание на противень. Можно, кстати, сразу собирать его на противне. И ставлю в духовку на 10 минут. Основание достаю. И пока оно немного остынет, окончательно сделаю творожную начинку. Щепоткой соли взбиваю белки в пышную пену. Логичнее, конечно, взбивать их в самую последнюю очередь, но чтобы не мыть миксер, процесс оптимизирую и взбиваю их в начале. Следом взбиваю желтки, добавляю в них сахар. Когда все хорошо размешалось, сюда же выкладываю ваниль, сметану и перемешиваю все на низких оборотах. Добавляю яичную массу к творогу. И опять же растираю. Попробую перемешать миксером на низких оборотах. Ну вот, получилось неплохо. Теперь сюда же аккуратно ввожу белки. Старайтесь перемешивать массу движениями сверху вниз, чтобы немного сохранить пышность.
последнюю очередь ввожу изюм. Хорошо его размешиваю. Движения опять же аккуратные, потому что масса довольно пышная. И на этом творожная начинка готова. Выкладываю ее на основание и разравниваю, чтобы слой был одинаковым. Последний штрих. Смазываю ватрушку сверху разболтанным желтком. Я добавила к нему чайную ложку сметаны. Можно вместо сметаны взять сливки. В домашних условиях можно смазать и просто сметаной. И убираю в духовку примерно на 30 минут. Температура та же. 30 минут ватрушка готова. И вот такая красота. В процессе выпечки она немного поднимется, а потом чуть осядет. Это не страшно. Теперь ватрушку нужно оставить до полного остывания. Если есть возможность, лучше ее, конечно, с противня переместить. Только делайте это аккуратно, так как тесто песочное, оно легко может сломаться. Да и сама начинка достаточно нежная. Я не дождалась полного остывания, потому что мне хочется вам ее показать. Смотрите, какая красавица! И теперь просто нужно ее разрезать на желаемое количество частей. Это, я думаю, нужно резать как минимум на 9. Самой вкусной такая ватрушка считается на следующий день. Вот такая замечательная рижская ватрушка у меня получилась. И обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита! Благодарю вас за просмотр. Если видео понравилось, ставьте лайки, комментируйте, делитесь им с друзьями. А я желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. До новых встреч! Кухонные фишки.